как писать качественные и интересные посты, чтобы набирать много лайков, комментариев и сохранений. В этом видео я поделюсь с вами фишками, которые вам помогут разобраться в этом. Меня зовут Никита Петров, подписывайтесь на мой инстаграм и давайте начинать. На мой взгляд, для того, чтобы писать качественные, интересные посты, не нужно быть каким-то копирайтером, просто нужно писать на доступном, понятном для пользователей языке, и чтобы это было искренне и по-настоящему шло от вас, а не просто где-то скопировано, переиначено и просто выложено. То есть пользователи Инстаграма это все чувствуют, и если это не вызывало у вас эмоций, когда вы это писали, то и у них это не проявит никакого интереса. Как пишу посты? Я никогда не сажусь целенаправленно сесть и написать какой-то конкретный пост. То есть я могу заниматься какими-то делами, там могу смотреть кино и прочее, и мне просто придет в голову написать текст, написать пост на какую-то тематику. И я просто открываю блокнот, записываю эту тему, не обязательно прям в данный момент написать этот пост, просто пусть в качестве идеи он пока у меня находится там, и в свободное время, это, как правило, выходные, либо где-то в метро там долго еду, то в это время я сажусь и просто пишу свои мысли и выбираю именно ту тему, которая ближе мне в данный момент будет по эмоциям, чтобы это не был какой-то сухой монотонный текст, а именно интересный, наполненный эмоциями, и чтобы он цеплял и было интересно его читать. Если вы до сих пор не понимаете, о чем писать, что писать, как писать, то стоит немного разобраться в себе, понять, чем вам нравится заниматься, в чем у вас есть компетенции и вообще о чем вы сами читаете, то есть чем вы сами интересуетесь, и, возможно, то же самое на эту же тематику вы можете писать интересные посты. То есть стоит в этом разобраться, сделать такое некое позиционирование, то есть выбрать тематику для себя. И так в неделю у меня, допустим, копится там 3-4 идеи, и может быть даже больше, и я просто сажусь и пишу на них текст. И если учитывать, что я 3 раза в неделю выкладываю какие-то посты, то там у меня на 2 недели где-то этого хватает, на 2, на 3, то есть и уже я как-то имею запас постов. Самое главное, пишите о том, в чем вы действительно разбираетесь и в чем у вас есть компетенции, потому что какой-то недостоверный текст, либо будут какие-то ошибки, в информации, которую вы даете, это будет негативно восприниматься аудиторией. Лучше делать то, в чем вы разбираетесь. Никогда не пишите через силу, это будет сразу заметно, то, что вы пытались высасывать из пальца какую-то тематику, ее раскрывать, и если у вас нет должного настроения, то лучше оставьте это на потом. Если поначалу ничего в голову не приходит, то просто пишите, чтобы как-то расписаться, попробовать, и в голове уже какое-то структурирование у вас будет, и вы начнете просто писать, лишнее удалите, то есть для начала просто для расписки, нужно это сделать. Следующий пункт — это цепляющий заголовок. То есть используйте какой-либо кликбейт, но чтобы он отражал тематику поста, чтобы он не был каким-то обманным маневром, и то, что у вас описание одно, то, что, допустим, там завтрак, там конец света, в тексте вообще нет об этом никакой информации, то есть заголовок должен максимально описывать тему, но и в то же время должен быть очень кликабельным для пользователей. И всегда следите за орфографией. Сейчас существует много достаточно сайтов, которые позволяют загрузить туда текст и проверить его на какие-то орфографические ошибки и прочее, то есть смысловые, то есть они показывают какой процент смысловой там части, какой процент воды, там какой процент уникальности текста. То есть я оставлю также ссылку в описании. С помощью этого сервиса я тоже проверяю свои текста на ошибки. Также пост не должен визуально отпугивать, если, допустим, он у вас просто слипшийся, грубо говоря, где нет каких-то разделений на абзацы и просто все идет сплошным одним текстом, то я думаю, что многие просто закроют его и не станут читать. То есть есть тоже такая фишка, как пустой символ. Вбейте в любом поиске пустой символ, и когда вы будете писать пробелы, вставляйте в этот пробел этот пустой символ с новой строчки. И тем самым у вас уже будет разделение на абзацы, это намного будет приятнее восприниматься и легче читаться для пользователей, потому что даже я никогда не читаю какие-то посты, которые просто слипшиеся, и неинтересно, как-то взгляду даже это просто неприятно и читать совершенно не хочется. При написании постов используйте эмоции, также оставляйте смайлики, чтобы текст был максимально живым и люди прочувствовали его. Это будет максимальное погружение в ваш текст, и очень круто. И будет много обратной связи в виде комментариев и каких-то сохранений.
Ну, я считаю, что все достигается практикой, если у вас совсем ничего не получается, и просто пробуйте вообще что-то хотя бы писать, и со временем это уже будет превращаться в более-менее качественный текст, и вы сами будете это замечать, вам будет самим это нравиться, и вам будет хотеться писать еще больше. То есть у меня тоже так же было. Поначалу я просто садился, я даже описание к фотографии не мог придумать, да, думаю, что написать, о чем вообще писать, не понимаю. И как-то со временем просто писал, и уже более-менее сформировались какие-то текста, вот уже мысли как-то правильно в голове начали тоже складываться, и вот со временем все это, мне, то есть это было интересно, я читал какие-то статьи, книги по этой тематике, так что не стоит отчаиваться, если у вас с первого раза не получилось, со второго и так далее, нужно просто пробовать, пытаться, пусть для начала будут они какие-то корявые текста, но главное следите за орфографией, пусть они будут уникальны, не стоит также у кого-то копировать, подчистую все делать, можно какие-то мысли, вставки, да, туда в текст свой вставлять, какие-то умные высказывания и прочее. Это, конечно, не возбраняется никак, но всегда над уникальностью текста работайте. И со временем у вас уже начнут получаться хорошие, интересные текста. Ну и подводя итог видео, можно сказать, что первое, с чего начинается написание текста, это идея. Вы записываете в блокнот то, что вам придет в голову. Второе, это написание самого поста во время вашего эмоционального, да, такого порыва, когда вам хочется писать что-то, вы сидите и пишете его на тематику, которая вам в данный момент более интересна для написания. Следующее, вы проверяете текст на ошибки, на уникальность и прочее. Следующее, это наличие интересного, качественного заголовка, который будет завлекать пользователей для того, чтобы они открыли и прочли ваш текст полностью. Следующее, это разделение текста на абзацы для восприятия, чтобы было приятнее его читать и смотреть в целом. Также следующее, это используйте эмоции, разные смайлики, чтобы сделать этот текст максимально эмоциональным, максимально живым, и всегда пытайтесь совершенствоваться в этом, пишите много, пишите обо всем, и вы уже начнете понимать, что у вас получается, что вот это что вы стали писать намного лучше, ваши тексты аудитории воспринимаются уже по-другому, вы имеете больше обратной связи от них, то есть нужно постоянно в этом продвигаться. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, я с удовольствием отвечу. И если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.